Всем привет! Сегодня приготовим 5 разных завтраков на каждый день. Первым приготовим быстрый завтрак на сковороде. Он сытный и очень вкусный. Приготовление несложное. Сначала подготовим все ингредиенты. 50 грамм колбасы нарезаем кубиками. Также можно использовать вареную колбасу, сосиски или готовое мясо. – 30 грамм сыра трем на мелкой терке. Нарезаем пучок зеленого лука. Вместо него можно использовать белый репчатый лук или любую зелень, например, укроп или петрушку. Один небольшой помидор нарезаем кубиками. Готовим тесто. В миску разбиваем 2 яйца. Добавляем 3 столовых ложки сметаны. Ее можно заменить кефиром или йогуртом. Добавляем примерно третью часть чайной ложки соли. Все перемешиваем до однородности. Сюда же насыпаем 4 столовых ложки муки, пол чайной ложки разрыхлителя, 1 чайную ложку сладкой молотой паприки и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем до однородности. В готовое тесто добавляем тертый сыр, нарезанную колбасу, зеленый лук и помидор. Все перемешиваем. На разогретую сковороду наливаем немного растительного масла. Выкладываем приготовленное тесто. Равномерно распределяем его по всей сковороде. Накрываем крышкой и готовим на маленьком огне примерно 10-15 минут. Когда блюдо уже практически готово и поджарилось с одной стороны, переворачиваем его на другую сторону. Накрываем крышкой и готовим еще 2-3 минуты на маленьком огне. Готовое блюдо снимаем со сковороды и подаем на стол. Завтрак получился очень вкусным, ароматным и сытным. Он универсальный, так как в него можно добавить все, что есть в холодильнике. Неизменным остается только приготовление теста. Обязательно приготовьте такой завтрак, порадуйте себя и своих близких. Вторым приготовим шоколадный овсяный блин с начинкой. Этот завтрак прекрасно подойдет для тех, кто придерживается правильного питания. Насыпаем 30 грамм овсянки в чашу измельчителя. Измельчаем ее в мелкую крошку. Измельченную овсянку насыпаем в миску. Также насыпаем 1 столовую ложку какао и разбиваем 1 яйцо. Сюда же наливаем 4 столовых ложки молока. Все перемешиваем. По желанию в тесто можно добавить немного сахара. На разогретую сковороду наливаем немного растительного масла. Выкладываем тесто из овсянки. Равномерно распределяем его по сковороде. Накрываем крышкой и готовим 2-3 минуты. Пока готовится блин, 1 банан нарезаем пластинками. Готовый блин снимаем со сковороды.
Одну половину блина смазываем сливочным сыром. Сливочный сыр можно заменить творожным сыром или творогом. Сверху выкладываем кружочки бананов. Накрываем второй половинкой блина, складывая его пополам. По желанию сверху можно полить медом. Завтрак готов, подаем его на стол. Завтрак из овсяной блина с начинкой получился очень вкусным. Сытность завтраку придает блин, а банан и сливочный сыр – приятный вкус. Также такой блин можно приготовить и без какао. Третьим приготовим сытный и очень вкусный завтрак с лавашом. Приготовление максимально простое. Берем тонкий лаваш и расстилаем его на столе. На лаваш выкладываем пластинки тонко нарезанного сыра. Также можно натереть сыр на терке и посыпать им лаваш. Всего мне понадобилось 150 грамм сыра. Кружочки тонко нарезанной колбасы выкладываем сверху на сыр. Колбасу можно использовать любую. По желанию колбасу можно нарезать кубиками и выложить на сыр. Всего мне понадобилось 100 грамм колбасы. Все скручиваем в плотный рулет. Рулет нарезаем небольшими кусочками. В миску разбиваем 3 яйца. И наливаем 100 мл молока. Солим по вкусу. И перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем до однородности. Сковороду ставим на маленький огонь и наливаем немного растительного масла. Выкладываем все рулетики. На рулетике наливаем приготовленный омлет. Сковороду накрываем крышкой и готовим на маленьком огне до готовности омлета. Блюдо готово. Перекладываем его на тарелку и подаем на стол. Завтрак с лавашом получился очень вкусным и сытным. Приготовление простое и продукты доступные. Также такое блюдо отлично подойдет для ужина. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно. Четвертым приготовим вкусный, красивый и необычный завтрак из яиц. Готовится такой завтрак очень просто и быстро. Один тонкий лаваш разрезаем на квадратные кусочки размером примерно 10 на 10 сантиметров. Берем форму для выпечки кексов и обязательно смазываем ее сливочным маслом. Я его немного растопила в микроволновке, так легче смазывать кисточкой. Формочки используйте такие, какие у вас есть. Они могут быть также одинарными, металлическими или силиконовыми. Каждый кусок лаваша кладем в отдельную формочку, формируя чашечку. В каждую чашечку из лаваша разбиваем одно яйцо. Сверху яйцо немного солим. 100 грамм сыра трем на крупной терке. Тертым сыром обильно посыпаем яйца сверху. На каждое яйцо нужно примерно 15 грамм сыра. Лучше всего подходит сыр моцарелла, но вы можете взять, как и я, любой, какой есть у вас в холодильнике. Это базовый рецепт приготовления яиц в чашечках из лаваша. На свое усмотрение сюда можно добавить все, что найдется у вас на данный момент в холодильнике. Например, колбасу, бекон, помидоры и разную зелень. Все ставим в уже разогретую духовку до 180 градусов, запекаем примерно 15 минут. В моей духовке за это время желток не успевает полностью запечься.
Завтрак готов, подаем его на стол в горячем виде. Красивый завтрак из яиц в чашечках из лаваша получился очень вкусным, необычным и красивым. Готовится он настолько просто и легко, что с ним справится абсолютно каждый. Обязательно его приготовьте. Пятым приготовим рулет из яиц. Готовится он очень легко и не совсем обычно. Получается вкусным и сытным. На его приготовление понадобится буквально 10 минут. Сначала для завтрака подготовим ингредиенты. Мелко измельчаем небольшой пучок укропа. 50 грамм ветчины нарезаем на пластинки, а затем небольшими кубиками. Ветчину можно заменить колбасой или готовым мясом. 50 грамм сыра трем на крупной терке. Берем один помидор, разрезаем его пополам, нам понадобится только половина помидора. Половину помидора нарезаем небольшими кубиками. В миску разбиваем 4 яйца. Солим по вкусу и наливаем 100 мл молока. Все взбиваем венчиком до однородности. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла наливаем 1 половник подготовленной яичной смеси и распределяем ее по всей сковороде. Сверху омлет посыпаем нарезанным укропом. Когда омлет приготовился, сворачиваем его трубочкой прямо на сковороде и отодвигаем на одну сторону. На сковороду наливаем следующий половник яичной смеси. Сверху кладем кусочки подготовленной ветчины. Опять ждем, когда приготовится омлет, и сворачиваем его в трубочку. Наливаем третий половник яичной смеси. Посыпаем его кусочками помидора. Снова сворачиваем трубочкой. И 4-й раз наливаем яичную смесь и посыпаем ее сыром. Накрываем сковороду крышкой. Готовим такой омлет на огне чуть больше минимального. Когда расплавится сыр, снимаем крышку и сворачиваем омлет до конца. Омлет готов, можно подавать на стол. Омлет с начинкой получился очень вкусным и необычным. Готовится легко и на столе выглядит эффектно. Обязательно приготовьте такой завтрак и удивите и порадуйте своих родных и близких. Если вам понравились такие рецепты завтраков, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.